Привет, уважаемые зрители моего канала! Мы, как обычно, начинаем наш выпуск новостей кратко о главном. Ночью русские военные преступники атаковали Харьков. Пострадали 4 человека. Повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили. 1 человек погиб в результате российской атаки в Херсонской области. 1 человек пострадал в результате российской атаки на город Запорожье. Россияне атаковали роддом в Сумах. Дрон попал в кровлю здания, сообщают украинские паблики. Начался пожар. Люди не пострадали, поскольку спустились в укрытие. Украинские силы обороны больше не будут терпеть террористические атаки русских и уже длительное время отвечают по военной инфраструктуре и в последнее время начали отвечать за российские атаки на украинскую энергетику по гражданской инфраструктуре России. Жители Белгорода и области сидят без света. По подстанции «Луч» ночью снова прилетело. Замгубернатора по ЖКХ назвал повреждения системы энергоснабжения значительными и заявил, что для устранения последствий понадобится много времени. Уже утром в Белгороде снова бомбят ТЭЦ. О ракетных прилетах сообщают местные паблики. Клинцы, Брянская область, сообщают о ракетной атаке по ТЭЦ. В региональном МЧС сообщили о нарушении тепло- и электроснабжения в городе Клинцы и Брянской области. Помимо этого, украинские ракеты поразили в регионе этой ночью электроподстанцию Найтоповичи и ЛПДС «Стальной конь», АО «Транснефть. Дружба». В Феодосии, в аннексированном Крыму, был атакован самый большой нефтяной терминал на полуострове АО «Морской нефтяной терминал». Предварительно он также был атакован ракетами и дронами. Друзья, похоже, ракеты «Фламинго» наконец-то применяются в массовом количестве, и это значительно усложнит жизнь российскому руководству и населению. Им следует, задуматься стоит, ли оставлять украинские города и села без света ценой собственных городов и деревень. Ведь я напомню, в России зима намного суровее, чем в Украине. «Фламинго» прилетят и наведут порядок. Атака по сердцу военной промышленности России. В Дзержинске дроны ударили по заводу имени Свердлова, одному из крупнейших производителей взрывчатки в России. Там делают заряды для артиллерии, авиации и корректируемых авиабомб. В Туапсе горит. Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае его атаковали, украинские БПЛА. 2 человека пострадали. Теперь, как в Крыму. В Челябинской области ввели лимиты на бензин. В одни руки его можно купить не более 30 литров бензина в сутки. Украина уже вывела из строя более трети российских энергетических объектов. На карте динамика энергетического кризиса в России. Повсеместный дефицит топлива до Нового года – реальность для всей страны. В Будапеште прошел многотысячный митинг против Орбана. Виктора снова критиковали за дружбу с Путиным и провале экономической политики, высокой инфляции. А тем временем Орбан заявил, что Венгрия не будет вводить евро, поскольку Евросоюз скоро разваливается. А вот заявление Зеленского. Украина будет в Европейском Союзе, с Орбаном или без него. В последние дни Украина использует для ударов по России исключительно собственное вооружение. И не только дроны, а и ракеты. США продолжит вооружать Киев, несмотря на шатдаун. Россия будет делать все, чтобы Украина не могла добывать свой газ и генерировать электричество. Мы будем продолжать ответные удары по России. Россияне должны понимать цену войны. Канцлер Германии заявил, что замеченные в ФРГ БПЛА принадлежат России. По словам канцлера, сейчас воздушное пространство Европы нарушается чаще, чем во время Холодной войны. И в конце немного юмора. Трамп снова исполнил свой знаменитый танец и, как пишут западные СМИ, превратил празднование 250 лет ВМС США в настоящее шоу. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.